launch, as well as each of the over 100 ballistic missile launches it has carried. Russia has turned to the DPRK also now for manpower, as well as munitions, to carry out its war of aggression, welcoming more than 12,000 DPRK troops onto its soil. Since December of 2024, we have seen DPRK troops join in the fighting in Kursk, marking the first time they have participated in large-scale ground combat operations in more than 70 years, and the first time they have done so outside the Crimean Peninsula. It is also the first time since the Second World War that Russia has invited a foreign force on its territory for a military operation. In return for its support to Russia, Russia has transferred air defense systems to the DPRK. We are particularly concerned about Moscow's intent to share with Pyongyang satellite and space technologies, which are crucial to an army's communication and intelligence gathering capabilities on the modern battlefield, as we have seen in Ukraine. The DPRK is significantly benefiting from receiving Russian military equipment, technology, and experience, rendering it more capable of waging war against its neighbors. In turn, the DPRK will likely be eager to leverage these improvements to promote weapons sales and military training contracts globally. Mr. President, while we condemn the DPRK's actions, the United States remains committed to a diplomatic resolution to the challenges posed by the DPRK's unlawful WMD ballistic missile programs. WMD and ballistic missile programs. Mr. President, the Republic of Korea condemns the DPRK in the strongest. These soldiers are essentially slaves to Kim Jong-un, brainwashed to sacrifice their lives on faraway battlefields to raise money for his regime and secure advanced military technology from Russia. Приветствуем участие в заседании. На этом фоне заявление некоторых членов СБ в этом зале о заботе о судьбах северокорейцев и желании видеть процветающую КНДР со счастливым населением выглядит уникальным лицемерием. Да вы мечтаете, чтобы население удушить, и удушаете уже многие годы. На этом фоне руководство КНДР имеет полное право на применение мер по обеспечению безопасности и суверенитета страны. Отмечаем, что заявление лидера страны Ким Чен Ына, у которого, кстати говоря, сегодня день рождения, и с которым мы поздравляем наших северокорейских друзей. Так вот, заявление лидера страны по итогам запуска гиперзвуковой ракеты 6 января говорится о том, что наращивание военного потенциала КНДР нацелено на укрепление самообороны страны, а не на проведение каких-либо наступательных операций. Господин председатель, предстоящий уход из Белого дома администрации Джо Байдена дает хорошую возможность взглянуть на результаты ее 4-летней политики на Корейском полуострове. Оценки будут неутешительными. Противоречия между Севером и Югом достигли беспрецедентных масштабов, в том числе на конституционном и институциональном уровнях. Диалог на высшем уровне заморожен, без видимых перспектив к возобновлению. Полуостров продолжает подвергаться масштабной милитаризации при задействовании американского ядерного потенциала. В регионе возобладало блоковое мышление, внесшее глубокий раскол между соседними странами. Ярким проявлением агрессивной линии противников Пхеньяна в последнее время стали совместные военные учения вблизи границ КНДР. Они прошли эволюцию от разовых совместных маневров по реагированию на запуски ракет до регулярных масштабных операций, участие в которых принимают авианосцы, эсминцы, бомбардировщики и истребители последнего поколения 3 стран. Что бы ни говорили провокаторы нестабильности в регионе из Вашингтона, Токио и Сеула, ясно одно.
Резолюции Совета Безопасности ООН по корейскому регулированию предписывают решать проблемы полуострова исключительно мирными, дипломатическими и политическими средствами. А значит, их действия по накачке региона вооружениями и участившиеся военные маневры являются ничем иным, как планомерным нарушением международного права. Постоянного представителя Корейской Народно-Демократической Республики. Заявление уходящего госсекретаря США о передаче КНДР российских спутниковых и космических технологий, сделанные им в ходе визита в Сеул 6 января и повторенные сегодня рядом делегаций, не имеют под собой никаких оснований. Они являются очередным бездоказательным домыслом, нацеленным на очернение двустороннего взаимодействия России и дружественной нам КНДР. Of the Democratic People's Republic of Korea. Even today, when the civilian death toll exceeded 45,000 in Gaza, United States embellished Israel's nefarious mass killing atrocity as the right to self-defense, arousing public indignation of the international community. Meanwhile, it takes issue with legitimate exercise of the right to self-defense of the DPRK. There are